16 самых необычных людей. Каждый человек уникален, но в мире есть несколько очень особенных людей, которые доказывают, что природа не знает ограничений. Давайте же посмотрим на 16 самых необычных личностей. Уверены, о некоторых из них вы никогда раньше не слышали. Годфри Багума. Многие люди рождаются особенными, не такими, как все, но вряд ли кто-то сможет сравниться с Годфри Багума, 47-летним мужчиной из Кианзаны, Уганда. У Годфри невероятное лицо, из-за чего его сравнивают с фантастическим животным и даже называют инопланетянином. У бедного Годфри редкое заболевание, называемое фибродисплазией, которое влияет на рост и размещение клеток и тканей. Но даже несмотря на свои особенности, Годфри сумел стать поп-сенсацией и завоевать титул мужчины с самой необычной внешностью в 2016 году, а его музыкальные клипы собрали более 3 миллионов просмотров на YouTube. Памела Адаме Ватара. Следующий необычный человек в нашем списке – замечательная модель, актриса и видная личность в социальных сетях. 24-летняя Памела Адаме Ватара из Кении прославилась благодаря фигуре, очень похожей на песочные часы. У нее невероятная грудь с размером чашки кака и множество поклонников, но есть и критики, которые говорят, что ее бюст не настоящий. Памела клянется, что ее тело полностью натуральное и очень этим гордится. Девушка рассказывает, что прекрасно себя чувствует, когда идет по улице и все смотрят на нее. Она воспринимает это как положительный признак. Памела очень активна в социальных сетях, на ее Инстаграм подписаны 311 тысяч человек. Дэйв Кенген. Говорят, в жизни можно заниматься чем угодно, даже если в медицинской карте стоит диагноз «инвалидность». В детстве Дэйв Кенген страдал сердечным заболеванием, и его руки и ноги не успели развиться нормально. Но этот 16-летний голландец не позволит ничему помешать ему заниматься любимым карате. Несмотря на то, что у него были очень короткие руки и ноги, и он даже не мог нормально стоять, Дэйв достиг уровня, который многие люди считают невозможным. Парень самоотверженно тренировался, и японские мастера оценили его стремление. В 2014 году Дэйва пригласили выступить на чемпионате каратэ-до JKA World. Теперь, когда в очередной раз подумаете, что слишком устали для крепкой тренировки, просто вспомните Дэйва Кенгена и его невероятное упорство. Кеннади Жорден. Узнайте невероятную историю 17-летней девочки, рост которой составляет всего 100 сантиметров. Познакомьтесь, Кеннади Жордин Бромли, которая настолько крошечна, что весит всего 10 килограммов 600 граммов и носит обувь для 2-летних малышей. Врачи говорили, что Кеннади не проживет больше нескольких дней после рождения, но она выжила. Ее состояние характеризуется карликовостью, из-за которой конечности остаются недоразвиты. Это заболевание встречается настолько редко, что сегодня им поражены всего 100 человек во всем мире. Кеннади ведет активную общественную жизнь, посещает уроки катания на коньках, плавания и встречается с друзьями по вечерам. Однако Кеннади должна быть очень осторожной, потому что у нее хрупкие и тонкие кости. Кроме того, для нее велика вероятность развития сколиоза или аневризмы. Надеемся, она продолжит жить счастливой жизнью и делать то, что приносит ей радость. Ньяким Гатвич. Пришло время познакомиться с еще одним потрясающим человеком, известным как Королева Тьмы. Познакомьтесь с суданской моделью Ньяким Гатвич, у которой невероятно темный и красивый оттенок кожи. Мисс Гатвич родилась в Гамбеле, Эфиопия. Когда в ее стране бушевала гражданская война, в возрасте 14 лет она эмигрировала в Соединенные Штаты Америки вместе со своей матерью. Ей пришлось пройти через насмешки других детей из-за темного цвета кожи, и поэтому Ньяким никогда не думала о карьере модели. Но чем ближе к старшей школе, тем чаще к ней стали обращаться с предложениями позировать на камеру. К модельному бизнесу ее подтолкнула сестра. С тех пор Ньяким собрала невероятно красивое портфолио, и у нее почти 1 миллион подписчиков в Инстаграм. Подписывайтесь, там еще больше красивых фото королевы. Пратик Витал Мохите. Следующий необычный человек, ростом всего 99 сантиметров, является самым маленьким бодибилдером в мире. Патрик Витал Мохите родился с короткими руками и ногами, но это не заставило его отказаться от мечты стать бодибилдером, и в 16 лет Патрик пошел в спортзал и начал наращивать мышцы. Сначала тренировка с гантелями была настоящей битвой для юноши, который весит всего 41 килограмм, но его невероятная решимость помогла выиграть множество
множество наград на соревнованиях по бодибилдингу. Только за последние 3 года он принял участие в 41 соревновании. Одно можно сказать наверняка: физические размеры не могут удержать этого человека. А что мешает вам? Абхишек Чаубей. Следующий необычный человек в нашем списке носит прозвище «Стальные тиски», и сейчас вы поймете, почему некоторые считают его сверхчеловеком. Это Абхишек Чаубей из Сагара, Мадхья-Прадеш, в Центральной Индии, и, вероятно, единственный мальчик, который может потянуть 2 машины только лопатками. С первой попытки он протащил автомобиль весом в 1 тонну 49 килограммов на 27,5 метра. Его лопатки не такой формы, как у всех остальных, и он начал таскать стулья и столы только лопатками, когда ему было всего 8 лет. Потом он понял, что люди могут сдвинуть с места тяжелые машины с помощью ушей, волос и зубов, но он единственный, кто может потянуть лопатками 2 машины одновременно. Он, безусловно, заслужил звание сверхчеловека. Пикси Фокс. Некоторым людям не нравится то, как они выглядят. К счастью, в наши дни можно изменить практически все с помощью пластической хирургии. Перед вами Пикси Фокс, которая прошла через 200 операций, потому что хочет выглядеть как живой герой мультфильма. Когда-то она работала электриком, но затем сделала подтяжку бровей, уменьшила скулы и даже сделала пересадку ресниц с использованием волос из ее разных мест. Она перенесла так много операций, что врачи уже отказываются ее оперировать и считают, что Фокс страдает дисморфией тела, а пластическая хирургия делает себе только хуже. Хотите взглянуть на нее еще раз? Ищите Пикси в Инстаграм, где у нее почти 500 тысяч подписчиков. Канья Сессер. Канья Сессер родилась в Таиланде. В младенчестве ее оставили в буддийском храме на попечение монахов, потому что она родилась без ног. Когда ей исполнилось 5 лет, ее усыновила американская пара, и девушка выросла в Орегоне, США. Даже без ног она преуспела в параспорте и смогла выиграть несколько титулов. В 2018 году Сессер участвовала в Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане, Южная Корея, в соревнованиях по горнолыжному спорту. Обычно Канью можно увидеть в городе на скейтборде, который она использует вместо инвалидной коляски. Ее девиз «Нет ног, нет границ», и она не терпит жалости от посторонних людей. Каждому Канье советуют просто жить своей жизнью. Прем Сингх. В нашем списке есть еще один сверхчеловек, в чьи способности сложно поверить. 65-летний Прем Сингх голыми руками выхватывает жареную рыбу из чана с маслом, нагретого до 200 градусов по Цельсию. Этот ветеран-фритюрница говорит, что у него никогда не было волдырей или ожогов. Самое безумное, что теперь, когда люди узнали о его таланте, они снова и снова хотят смотреть, как он окунает руки в горячее масло. Мелани Гайдас. Когда дело доходит до нового определения слова «красота», не забывайте о Мелани Гайдас. Эта 28-летняя модель родилась с редким генетическим заболеванием, называемым эктодермальной дисплазией. Но несмотря на то, как расстройство повлияло на внешность Мелани, она уверена в себе и успешно строит карьеру модели. Девушка надеется, что в модной индустрии в скором времени появится еще больше моделей, которые переопределят понятие красоты. Хонг-Хонг. В 2016 году в Китае родился один из самых необычных детей. Хонг-Хонг родился с 15 пальцами рук и 16 пальцами ног. Причина этого – полидактилизм. Генетическое отклонение, которое вообще-то встречается не так уж и редко и поражает 1 из 1000 новорожденных на планете. Но случай Хонга был значительно тяжелее. Кроме всего прочего, у него 2 ладони на каждой руке и нет больших пальцев. Валерия Лукьянова плюс Джастин Джелика. Скорее всего, вы видели девушку, известную как живая кукла Барби. Валерия Лукьянова из Украины стала интернет-сенсацией, когда начала публиковать в Инстаграм фотографии своего невероятного превращения в Барби. Ее тонкая талия, кукольные черты лица и длинные платиновые волосы настолько поразительны, что иногда она действительно кажется ненастоящей. И для протокола Валерия утверждает, что она не человек. У нее множество фотографий, и их можно рассматривать часами. А где же Кен?
Хорошо, что вы спросили. Джастин Джеллико потратил более 150 тысяч долларов, чтобы выглядеть похожим на куклу Кен. Джастин и Валерия встретились еще в 2013 году, и хотя многие думали, что они сойдутся, у них не получилось поладить, и теперь они соперники. Джастин говорит, что Валерия не более чем искусная иллюзия, которая одевается как трансвестит, и стоит ей только стереть макияж, как вся магия пропадает. И, кстати, Джастин начал одеваться как Барби, чтобы доказать, что любой может выглядеть как Барби, даже Кен. Эмран. Эмран — 5-летний мальчик из Афганистана с уникальными глазами. Как видите, один его глаз карий, а другой ярко-синий. Точно неизвестно, но он, вероятно, страдает синдромом Ваарденбурга, группой генетических состояний, которые могут вызвать потерю слуха и изменение цветовой пигментации волос, кожи и глаз. Этот маленький мальчик действительно оказался глухим, когда фотограф попытался привлечь его внимание, чтобы сделать несколько фотографий. Это все на сегодня, друзья. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, нажмите подписаться и включите уведомления, чтобы увидеть больше таких потрясающих видео, как это. Спасибо за просмотр.